Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по латвийскому побережью. И это видео будет посвящено городу Лимбаже, по которому, собственно, уже и едем. В данный момент мы осуществляем свое передвижение, наверное, по самой известной улице города. Называется она Морская. И хотя от Лимбажа до моря 20 километров, именно эта улица указывает направление на Рижский залив. И одновременно обладает очень колоритной застройкой, датируемой в основном началом 20 века. До 1917 года город носил немецкое название Лемзаль, которое появилось у этого населенного пункта в XIII веке, после захвата этих земель дружиной рижского епископа. С XIV века началось бурное развитие Лемзаля как торгового порта, и он даже стал одним из городов Ганзейского торгового союза, проводя 3 ярмарки в год. Вы, конечно, спросите, какая связь между городом, который находится в 20 километрах от моря, и термином «порт», и правильно сделаете, потому как данная связь осуществлялась с помощью речки Свет-Убе, которая до конца XVI века была настолько полноводной, что позволяла морским судам заходить по ней прямо до Лемзаля. Но в связи с тем, что с конца XVI века и до начала XVIII века за эти места велись ожесточенные войны между Швецией, Польшей и Россией, то город был практически стер с лица земли. И лишь в XIX веке поселение стало восстанавливаться и компактно застраиваться, превысив в середине века отметку в 1000 человек. И то, что я сейчас вижу вокруг, мне уже сильно нравится, потому как я, честно говоря, не ожидал увидеть такую душевную застройку. В качестве основного места для высадки русскоязычного десанта выбрали автостоянку на улице Дайлас, в историческом центре города. И прямо возле автостоянки обнаружилась первая достопримечательность Лимбажа. Это у нас одно из старейших архитектурных сооружений города – Евангелистско-лютеранская церковь Святого Иоанна. И буквально в каких-то 100 метрах от кирхи находится очень красивая православная церковь Преображения Господня. Данный храм был построен в начале 20 века и освящен в 1903 году, тогда еще в честь Александра Невского. Мы же, обойдя вот этот красивый особнячок, вышли на улицу Цесу, которая является продолжением ранее упомянутой морской улицы, разрезая город с запада на восток. Она также хорошо подходит для начала прогулки по историческому центру Лимбажа. А чтобы круг для прогулки не был слишком большим, свернули на Рижскую улицу, предполагая, что это одна из центральных улиц города. И даже дошли по ней до вот этого бабочкового дерева, не увидев по большому счету ничего, что было бы достойно увековечивания на видеохостинге YouTube. Поэтому решили сменить дислокацию и пересечь виднеющийся спереди парк Единства с целью попасть на Парковую улицу, которая находится с другой его стороны. И в самом начале парка нас встречает небольшой фонтан, помещенный в непонятную металлическую конструкцию, в которую, я так предполагаю, вставлены светильники, подсвечивающие фонтан в ночное время и придающие ему более романтичный вид, чем днем. Не помню, сколько я уже посетил латвийских парков, но практически во всех из них имеются вот такие каменные произведения, которые как бы должны нести в себе какую-то смысловую нагрузку. И, возможно, несут. И вот мы уже на Парковой улице, и отсюда виднеется очень даже симпатичный дом, который так и называется – Театральный дом. И в нем даже ставятся спектакли. Быстро поняв, что Парковая улица, как и Рижская, ведут в спальный район с советскими пятиэтажками, повернули в обратном направлении с целью покрутиться в поиске интересных возрастных архитектурных сооружений поближе к центру. И как вы можете видеть, это стало правильным решением, и дома вокруг стали преображаться в нужном нам историческом духе. А это улица Гильдиес, и судя по состоянию булыжной мостовой, это исторический памятник под охраной государства. Впрочем, и внешний вид домов на этой улице внушает с одной стороны уважение, а с другой недоумение их несколько запущенным видом. Нечто подобное мы уже видели в Кулдыге. Улица Гильдиес очень небольшая, и если на нее смотреть сверху, имеет форму полукруга, ответвляясь от Морской улицы и примыкая к Цесу. И именно последнее утверждение сейчас на ваших экранах. А здесь рядом находятся сразу две достопримечательности. Деревянный дом,
построенный во второй половине XVIII века и изначально принадлежавший бургомистру города по нашему мэру, и газетный киоск, который изначально находился на торговой площади, в квартале от этого места. К настоящему времени его отреставрировали и сделали частью экспозиции Лимбургского краеведческого музея, отнеся его к разделу «Провинциальная архитектура». На стене дома бургомистра имеется инфостенд с более подробной информацией о постройке. А перед ним карта Лимбажи с достопримечательностями. И прямо через дорогу находится еще одно знаковое для города здание с башней. Это старое пожарное депо, возведено во второй половине XIX века и реставрировано в 1939 году. Сейчас в здании находится музей пожарного дела, в котором помимо пожарных рукавов широко представлены радиоприемные, звукопроизводящие, фотографирующие, телефонирующие, конвертопринимающие и другие старинные и не очень устройства, время применения которых безвозвратно прошло. Мы же тем временем вернулись к площади перед лютеранской кирхой и, пользуясь моментом, скажу еще пару слов об этом храме. Так вот, он был построен в 1670 году по проекту известного архитектора тех лет Руперта Бенденджо, который являлся также автором шпиля башни кирхи Святого Петра в Риге. Мы же свернули перед кирхой налево, на улицу Каменную, потому как точно знаем, что в городе должны быть еще достопримечательности. Но, как говорится, места надо знать, а мы-то не местные, вот поэтому так немножко неуклюже и получается. Вот этот симпатичный домик называется Новым замком и был построен в начале XIX века, рядом с руинами старого. Сейчас в нем находится краеведческий музей, а в советское время здесь был главпочтамт. А это, я так понимаю, и есть руины упомянутого выше старого замка. А если быть точнее, реставрированная часть стены замка, потому как выглядит довольно свеженько и в то же время имеет налет времени. Если пройти по улице Пуртнику, на которой находится замок, чуть дальше, можно обнаружить постройку, выглядящую как охраняемый государством памятник. Спереди виднеется какой-то вход с табличкой, благодаря которой мы, возможно, узнаем об этом историческом здании немножко побольше. Limburger Sears. Да ведь это знаменитое предприятие по производству сыра, построено еще во времена СССР. До кризиса 2008 года Limburger Sears экспортировал только в Италию до 1000 тонн ежегодно своего сыра Монтериго. А за прошлый год весь экспорт оценивается в 30 тонн, среди которого уже нет уникального сыра. Limburger, конечно, поражают компактностью своего исторического центра. Обойдя небольшое по площади предприятие Limburger Sears, в очередной раз увидели, что центральная часть города закончилась, и нашему взору предстали окраины города, выраженные в этой части частной застройкой на фоне фонтана. Но вернемся к главной достопримечательности города – замку Лемзаль. И вполне вероятно, что данные стройматериалы как-то связаны с его реставрацией. И, как я понимаю, это главный вход в старый замок, или точнее в то, что к сегодняшнему дню осталось от него. Именно в этом месте находятся останки привратной башни. И, судя по всему, именно данный проем и являлся в свое время вратами в это укрепсооружение, воздвигнутое по одним данным в 1223 году, а по другим точный год его постройки неизвестен. Зато есть приблизительная информация о том, что в начале 13 века здесь находилось ливское городище Лемсале, которое было разрушено то ли тевтонскими рыцарями, то ли дружиной рижского епископа. И именно после этих событий, скорее всего, и был построен замок Лемзаль, который в летописях впервые упоминается в 1318 году, как епископский замок, захваченный Ливонским орденом. На месте привратной башни в данный момент сооружена временная вышка с наблюдательной площадкой наверху. А эта поляна когда-то являлась внутренним двором замка. Оборонительное сооружение являлось очень компактным, и даже небольшой ливонский замок Вайспута выглядел раза в два больше. А данный деревянный настил, скорее всего, указывает на размер основного здания, в котором епископ мог за толстыми каменными стенами уединяться для общения с Богом, а также параллельно заниматься политическими интригами, которые в те времена были не менее модным занятием, как и сегодня.
При этом, время от времени поглядывая в окошко и, возможно, совмещая это занятие с приемом какой-нибудь скромной трапезы. На рядом находящейся замковой улице обнаружил дом, который сначала принял за нежилой. Но, как видите, ошибся. Здесь живут. А данный представитель малой авиации недвусмысленно намекает на наличие в окрестностях города своего аэродрома. Вернувшись на улицу Бортнику, решил осмотреть ее оставшуюся часть и обнаружил здание старой ратуши. Этот дом, окрашенный сегодня в розовый цвет, был построен в середине 18 века немецким купцом Брауншвейгом. В советское время в нем находился туберкулезный диспансер, а сейчас зал для бракосочетаний и музей серебра. В каждом латвийском городе с историей имеется хотя бы одна улочка, которая имеет открыточный вид. И в Лимбаже, судя по всему, такой визитной карточкой является улица Буртнику. Идеальное дорожное покрытие, ухоженные домики, одностороннее автомобильное движение, цветочки, старые фонари на стенах – это однозначно открыточная улица. А если это не так, значит здесь живет мэр города. И чтобы не быть голословным, свернул на улицу Дзирнову, где здание имеет уже привычный вид, который возвращает сегодняшнюю латвийскую действительность. Улочка, кстати, очень интересна своим архитектурным разнообразием. Здесь есть и хозпостройки, и жилые дома, и все они отличаются друг от друга просто в категоричной форме. Дзирнова Эйла переводится как «мельничная улица», а значит, где-то на ней в свое время имелась мельница. А сейчас вот, цветочки. Они тоже всегда радуют глаз. Вернувшись на улицу Бортнику, обнаружил проход во двор и, как говорится, решил полюбопытствовать. Ну что тут сказать, это был правильный выбор. Передо мной, наверное, самое уютное и, возможно, самое красивое место города, защищенное от шума улицы. Называется это место Бортнику Квартал и представляет собой внутреннее пространство, окруженное домами улиц Буртнику, Акменю, Базницас и Цесу. Как видите, очень приятное место во всех отношениях. Если бы сюда еще какой-нибудь скверик с тенистыми деревьями и фонтанчик под ними, то это было бы нирвана. Или что-то близкое к ней. А так все-таки многовато пустой брусчатки и неживых поделок. Хотя, возможно, со временем это место обрастет такими произведениями искусства, что только чтобы видеть их, сюда будут приезжать тысячи туристов. Я же заканчиваю свою прогулку, пока как оказалось, весьма интересному городу Лимбаже, и еду дальше на море. Всем спасибо за просмотр.